Доброго времени суток. Это 20 дней без смертей в The Forest. Сразу отвечу на вопрос, почему 20, а не 100? Да блин, я не люблю хорроры, не умею я в них играть. Вы хоть слышали, какие звуки в игре? Нет? Я вам дам послушать. Мне кажется, у меня еще пару седых волос появилось. В игре дается на выбор 4 сложности. Нормальное, сложно, выживание и мирно. Мы, естественно, выбираем выживание. Враги еще сильнее, выжить еще сложнее. Замечательно. Сутки длятся в игре 30 минут реального времени. Но ночь мы будем стараться скипать, потому что, во-первых, ничего не видно, а во-вторых, и так страшно, а ночью еще страшнее. Ладно, запускаем. Приятного просмотра. Игра начинается с того, что мы с сыном летим в самолете. Потом самолет неожиданно падает, его забирает какой-то красный мужик. Нас это, видимо, особо не беспокоит, так как мы засыпаем. Очнувшись, я вижу, что я весь в крови. Начинаем лутать весь самолет. С девушки забираем топор. И первым делом лутаем чемодан. Осмотревшись, видим такие тотемы. И понимаем то, что местные жители к нам будут недоброжелательны, это уж точно. Наткнулся на какой-то лагерь, немножко полутался и из интересного я забрал только веревки. Шел по берегу вдоль моря, увидел выброшенные на берег контейнеры, залутал там немножко микросхем и подобрал какой-то документ. Пока еще было светло, я пытался найти место, где я обоснуюсь. По пути на берегу собирал газировку, выпивку, даже мячик покидал. Увидел, что стоит палатка, решил подойти и вижу первого местного жителя. Но он меня не заметил. Ну и хорошо. У палатки подобрал кастрюлю и изоленту. Поднявшись на небольшой холмик, увидел в море яхту. Решил сплавать на нее, и там было много всяких квестовых предметов, шоколадки и все такое. Выплыл на берег, загасил черепашку, и теперь у меня будет водосборник. У берега еще была могила, и у могилы лежала фотография этой же яхты. Что бы это значило? Обосноваться я решил на вот этом вот выступе, где большое дерево. Потому что, в принципе, мне придется защищаться только с одной стороны. Поставил небольшое временное убежище и пошел рубить деревья. И чтобы не таскать деревья под вестучки, я сразу же сделал сани для дров. Построил убежище, поставил сушилку, вывесил на нее мясо, поставил водосборник, поставил кострище. И со своим новым другом я лег спать. На второй день я начал выставлять стену. И ставить ящики для палок, для камней и для бревен. Я опять пошел рубить деревья, чтобы строить стену. Скрафтил лук и пару стрел. И пока я спокойно рубил и собирал бревна, на меня совершен был набег. Одного я ваншотнул стрелой в голову, а другие решили сделать перерыв на обед. Но один раз по хлебальничку-то я получил. Отвез тела погреться на костре, немножко пофармил перьев, вывесил всю еду на сушилку, скрафтил себе немножко костяной брони, чтобы по лицу, если будет прилетать, чтобы было не так больно. И до самой ночи я строил стену. На третий день я проснулся, перекусил и продолжал строить стену. И скрафтил себе сумку для палок. Теперь я могу носить 20 палок. Круто. Отбился от набега и уже пора ложиться было спать. На четвертый день я все еще продолжаю строить эту стену. Но теперь мне не дают спокойно строиться. На меня все время происходят набеги этих бомжей. Эти твари еще и мясо мое вяленое жрут. Ну все, наконец-то стена достроена. Теперь мясо мое в безопасности. Ну и я тоже. Захотел я поставить вышку, которую я буду расстреливать. А еще я заметил уголочек, где у меня не хватает стены и где в принципе они могут пройти. Пора уже побегать поизучать карту. Наткнулся на еще один лагерь аборигенов. Немножко там полтался и нашел свою первую пещеру. С богом. Хотя нет. Я же играю один. Точно. Значит, идем одни. Впереди было два бледных. Расчехляем лук и каждому в хлеборезку по одной стреле. Протиснулся в одну щель. Немножко там полутался. И чтобы добро не пропадало зря, поставил костер маленький и пережарил аборигенов на кости. По веревке спустился вниз, и там была безопасная комната. И много лута. Продвигаемся дальше и находим голову робота. И еще пару аборигенов. Увидел какой-то завал, попробовал его взорвать динамитом, но ничего не вышло. Ища выход, я нашел карту. Решил вылезти из пещеры, а там ночь. И чтобы не бежать в попыхах домой, поизучал немножко крафты. И на утро пятого дня я вылез из этой пещеры. Но уже с другого входа или выхода. Немного полутался в этой деревне и поставил метку, чтобы потом сюда еще вернуться и полутать побольше эту пещеру. Потому что мне кажется, что-то я упустил. По пути домой еще немножко поохотился на кроликов и варанов. Ой, как хорошо дома. Спокойно.
Не понимаю, почему тотемы опять появляются, когда я их сломал, и прохода у аборигенов сюда в принципе не должно быть. Ставил ловушку для кролика и достроил уголок стены. Понял, что не так поставил вышку, решил ее переставить. Решил присобачить веревочку, чтобы можно было залазить в нее, но с одной стороны он не хотел залазить. Пришлось повесить с другой стороны веревочку, чтобы можно было залезть на эту вышку. Поставил столб для скворечника, и в мою ловушку попался кролик. Принес его домой, а загончик-то я не поставил. Открыл книжку, чтобы поставить чертеж загона. Ну и, естественно, зайчик убежал из моих рук. Но загончик я все-таки поставил, перезарядил ловушку. А авось повезет на еще одного кролика. Нет. Ночью рубил деревья для скворечников. Поставил трехкомнатную хату, чтобы были перья. И лег спать. На шестой день я решил отправиться снова в пещеры. И тут я получил не только много квестовых предметов, но и по шапке получил нормально так. Бой нужно использовать только в крайнем случае. А то так можно и умереть. Стрелы в голову — это просто имба. Обновил себе костяную броню и спустился еще вглубь пещеры. Итак, я дошел до акваланга. И тут же его решил опробовать. Не успел выйти погреться, на меня сразу пиздюки напали. Немного погрелся и поплыл дальше. Выплыл, погрелся, и на какой-то алтарь надо было положить камушки, и распахнулись ворота. А за этими воротами были давно уже умершие люди, которые поклонялись какому-то кресту, нарисованному на стене. И еще пару квестовых предметов и ржавый топор. Плывем, ползем, греемся, и снова плывем, и выплываем в пруду сутками ночью. Зашибись. Домой. Быстро. Прибежал домой, хотел согреться у костра, но я какую-то ягоду ем и умираю. Поставил костер в другом месте. И снова ем ягоду и почти умираю. Но с какой-то неизвестной силой получилось сжечь костер и остаться в живых. Собрал немножко перьев и лег спать. На следующий день я решил тоже пойти прогуляться по пещерам. Ну а пока я искал новые пещеры, на меня напала небольшая группа аборигенов. Сев в кучку и на косточки. Но пока я их пережаривал, на меня напала еще одна группа. Обновил себе броню и поохотился на оленя и зайчика. Спустился в пещеру, в которой я уже был. На всякий случай побегал там, поискал, может быть, я где-то что-то упустил. Вышел из пещеры я уже только ночью. И как же мне страшно было сейчас бежать домой, когда я слышал эти крики и смех. Я просто в такой панике бежал, даже наткнулся на какую-то пещеру. Залез в нее, а там... А там обстановка-то не лучше, там и младенцы, и мутанты, все. Отлично залез. Залез на веревку, повисел до утра и вышел, побежал домой. Да, я уже начал приближаться к дому. Эта группа аборигенов-то никуда не делась. Они меня поджидали у моего дома. Но лук решает. Сделал себе колчан и пару стрел. Ну и дальше пошел по пещерам. Иду себе спокойно, никого не трогаю, и тут слышу. Было стрёмно, конечно. Но я пошел дальше, и была безопасная комната, где было много всякого лута. Я сделал себе пару бомб, и катана была в чуваке. Аккуратненько выглядываю, а там какой-то рукастый мутант, пару аборигенов. Когда я кинул молотов в мутанта, ему это настолько не понравилось, он побежал на меня, чтобы навешать мне люлей. А я в панике побежал обратно. Ну а потом я его спокойненько расстрелял с лука и забрал себе кусочек жуткой брони. Шел по пещере, смотря на карту. По пути находил всякие жуткие рисунки. Опробовал катану. Как же она машет быстро. Уф. А дальше еще мутант и еще одна жуткая броня. Нашел забаганную фотографию, которую я не мог подобрать и посмотреть. Попробовал взорвать еще один завал, но опять ничего не вышло. Вышел из пещеры и направился в сторону дома. Подумал, что одного слоя стен мало, потому что если на меня нападут мутанты, то в моей базе не сдобровать это уж точно. Но было принято решение перед стеной поставить линию из кольев. И следующие дни я пытался строить, но на меня совершались постоянные набеги аборигенов. И поэтому я большую часть времени отбивался от них и переплавлял их на кости. Решил немножко разнообразить свой рацион и поохотился на рыбок. А еще каким-то образом случайно себе надюпал кастрюль. Лучше что-нибудь полезное надюпал. Никого не трогал, спокойненько собирал бревна на стену из кольев, как вдруг услышал топот и крики. И это было 3 мутанта. Толстяк, рукастый и ногастая.
Интересно, как они в игре называются? Ну, я их выбанил по одному, поэтому проблем особо не встретил. Плюс 3 жуткой брони. Ну и все, наконец-то последнее бревно было поставлено, и можно было спокойно идти спать. И снова идем по пещерам. И вернулся я в пещеру, где была нагастая с младенцами. Нагастую как бы легко, все, без проблем. А вот младенцы, они мне всю броню сняли. Пришлось сразу же надевать всю жуткую броню, которая у меня была. Нашел следующую пещеру. И опять мутант. На этот раз рукастый. Да что ж такое-то, а? Плюс еще одна жуткая броня. И плюс ключ-карта. С этой пещеры все. Находим следующую пещеру. И там пришлось поплавать. И наконец-то я нашел в этой пещере завалы, которые можно взорвать. И сразу 2. Ну и еще некое количество квестовых предметов. На утро 17-го дня вышел из одной пещеры и побежал искать следующую. Нашел, полез. А в этой пещере я нашел альпинистский топор, и теперь я могу лазить по таким стенам. Немножко повоевал с аборигенами, и дальше бегаю, изучаю пещеру. Взрываю еще один завал. Дерусь с аборигенами, читаю газетенку, надеваю костяную броню, потому что получил звездюлей. Выхожу из пещеры, бегу домой и делаю себе стрелы, потому что у меня уже они почти закончились. Ну что, опять пещеры, и я в них уже запутался, где я был, где не был, поэтому... Пришлось много побегать, поискать, чтобы понять, куда идти надо. И вроде как нашел новое место, где я не был. Смотрел в окошко, услышал страшные звуки. И понял, что мне точно туда. Куда-то прыгнул, поплыл, выплыл, очень сильно замерз, начал согреваться. Лутать все, что вижу. И случайно, даже не сразу заметил, нормальный, офигенский лук. Выплыл опять обратно. Залез на какую-то скалу. Достал карту и хотел понять, где я нахожусь, куда мне надо идти. И начал получать урон, не пойми от чего. В панике просто побежал вперед. И таким образом я нашел путь дальше. Тактика работает. Выплыл, хотел согреться. И тут вылетает мутант. Здравствуйте. И пока я стрелял в мутанта, видимо, урон получал я от холода. И думал, сейчас умру. Поэтому быстренько поскакал туда-сюда. Поставил костер и у костра начал стрелять в мутанта. И плюс еще одна жуткая броня. Открываю одни ворота. Потом следом вторые ворота. Нахожу лапку робота. И ворота, на которые надо ставить черепа. Что-то я не хочу туда идти. Ну и как я понял, я оказался на дне воронки. Решил согреться у костра и подождать утра. Ну что ж, вот и утро. Заходим. Аборигены спят, ваншотаем спокойненько в голову. Ну это оказалось не все. Там еще 2 толстяка, мутанта. Хорошо, что местность просторная, поэтому плюс 2 жуткой брони. Но и это было далеко не все. Бледные аборигены и бледный рукастый. Но тоже изи. Сюда. В центре этой воронки был пруд, куда можно было там проплыть. Ну я поплыл. Когда я увидел этих аборигенов в масках из человеческой кожи, я просто побежал вперед, ни с кем не хотел драться. Вообще для меня они какие-то жуткие, очень. Ну и все пошло по одному месту. Меня бьют эти аборигены, и бегу вперед, они сверху еще падают там. Спасите, пожалуйста. Но когда я подошел к этой двери, они уже сюда не пошли. Подошел к двери. Я даже забыл про эту ключ-карту. И передо мной распахнулась дверь. Захожу. Тут фотография девочки Меган. В автоматах купил себе шоколадок и газировок. Бабки не проблема. И тут что-то я вспомнил, что у меня есть видеокамера и кассеты. Решила осмотреть все. На последней кассете видно, как мутант касты вырывается из вольера своего или что это. И дальше я иду и вижу похожую комнатушку. Там он стоит. Ну, какой-то хиленький, дохленький. А еще там какое-то месиво лежит. Прикольной рожицей. Аборигены по офисам тут расхаживают, конечно, да. Нахожу и отсматриваю еще одну кассету. Там было видео с артефактом. А вот, кстати, этот урод, который забрал нашего Тимми. Открываем двери этого неизвестного аппарата. Там уже не особо-то и живой гнойчик. Но мы его подключаем к аппарату и думаем, что можем воскресить. Заходим в эту комнату, и в конце сидит девочка. Весь рот у нее в кепчике. С ней происходит что-то нехорошее, и начинается битва. И теперь надо использовать весь арсенал, который у меня остался. Сначала кидаем динамит, потом молотов. И теперь, когда все закончилось, только лук и стрелы. Ух. Мне очень повезло, что у меня было много жуткой брони с собой. Поднимаем эту девочку, несем к этому аппарату, но она не подходит. Из нее выпадает золотая ключ-карта. И мы идем, потом лезем куда-то по стенке, потом плывем.
и открываем дверь золотой ключ-картой. Мы заходим в помещение, и там находится артефакт, который мы видели на записи. И у нас есть выбор: либо активировать артефакт, еще один самолет падает, мы забираем ребенка и спасаем своего, либо выключаем этот артефакт, и таким образом мы прекратим этот цикл. Но своего сына мы не вернем. Я выбрал второй вариант. Мы выходим на улицу, провожаем взглядом самолет и сжигаем нашу фотографию с сыном. Я думаю, мы сделали все правильно. Я бы не хотел, чтобы мой сын превратился в такого же монстра, как Меган. И не хотел, чтобы кто-то пережил все то, что пережил я. Поэтому мы остаемся на этом острове.